ко мне одно время приезжала одна очень симпатичная женщина, очень красивая. И я понимала, конечно, что раз так часто приезжает, значит, кому-то приезжает. Ну, и приезжала она, наверное, целый год. И я не видела ее молодого человека, ни разу не видела. Ни разу она о нем не говорила, но я подозревала, что кто-то есть у нее. И вот один раз, в один день, когда она в очередной раз приехала, она стоит вместе с этим молодым человеком. Она говорит: я не хотела просто раньше времени тебе рассказывать, потому что еще было не все точно, поэтому сейчас только он сделал мне предложение, и мы будем жениться. Вот я хочу тебя познакомить с моим молодым человеком, его зовут Ахмед. Я когда посмотрела на него, я поняла, что вот такой красивой женщине, именно вот такой красивый мужчина может составить прекрасную пару. И правда, такой парень очень красивый, интеллигентный, одет с иголочки. Она тоже сама доброта, постоянно привозит какие-то гостинцы, подарки. Ну, то есть она вот настолько дружелюбная, настолько она открытая, что я подумала, что обязательно у нее должен быть очень хороший молодой человек. И очень искренне порадовалась за них. И в этот же ее приезд, когда она уезжала, я говорю: ну что, я еще хочу раз тебя поздравить, что все так хорошо. А нет, не в этот же приезд, в следующий приезд. Она приехала в следующий раз. Я говорю: ну как, а где Ахмед твой? Она говорит: мы расстались. Я так удивилась, говорю: как расстались? В прошлый раз же ты сказала, что у вас все нормально, что он сделал тебе предложение, что вы будете с ним жениться. Она говорит: вот представь, на этой вот прекрасной ноте все и закончилось. Потому что Ахмед решил представить меня своей семье. У него такая вот хорошая египетская семья. Все образованные, у всех высшее образование, у детей живут они в Каире. И вот он решил представить ее своей семье и сказать: это моя будущая жена. И когда он это сделал, они ему сказали: нет, категорически нет. Если ты нас ослушаешься, то ты нам больше не сын. Никакая иностранка не будет в нашем доме. То есть я так понимаю, когда они говорят, ну как бы ты нам не сын, то есть получается никакой финансовой помощи не будет, ни бизнес, ничего не будет, да? Ну, он, конечно, и не рассчитывал на их финансовую помощь. Просто для них это настолько узы семейные, для них настолько крепкие, что если вот они говорят ему: ты нам не сын, если ослушаешься, то для них это вот просто вот, ну просто вот как жизнь закончилась. Представь, хотя вот смотри, какая разная культура. Для нас как бы это не играет большой роли, если родители скажут: нельзя. Ну, нельзя. Как бы если нельзя, но очень хочется, то можно, да, у нас как бы так. А я ей сказала, что, ты знаешь, он еще вернется, потому что все-таки он тебя любит, ты его любишь, у вас такая вот, вы целый год встречались вместе, постоянно вы общались, и тут вдруг раз родители сказали нет, и он что, скажет нет? Да нет, говорю, это просто вот, но это первые его эмоции, а потом он обязательно к тебе вернется. Представляете, вот этим и закончилась эта история, он больше к ней не вернулся. И я сказала, что он тебе не писал, он говорит: ну как, ну писал чисто по-дружески, но ничего такого, мы с ним больше не встречались, и он слабый какой-то. Послушаться, для меня это был просто нонсенс. Ну нонсенс, как взрослый человек, взрослый уже. Это сколько было ему? Ну не знаю, сколько ему было. Ну, он взрослый, но он не 18, и не 19, и не 20 даже лет, больше, ну, около 25, может, 26. Ну, и она тоже не такая взрослая, тоже, она бы могла еще и родить ему детей. В общем, так и закончилась эта история. Хотя я
думаю, что она не закончилась еще, потому что прошло еще не так много времени, может что-то еще поменяется, может родители увидят, что сын серьезно настроен. Может быть, он решит, что ну их этих родителей, мое счастье дороже. Но я знаю очень многих людей, молодых людей, которые встречались с иностранками, но когда родители настояли на своем, они послушались родителей, приняли их выбор и женились на египтянках. Даже вот не встречаясь с ними, вот родители выбрали, привели, все, вот твоя жена будущая, пожалуйста, вот неделю общайтесь там, где-то что в кафе, и все, и будем играть свадьбу. Вот такие бывали случаи. Еще бывали случаи, когда действительно парень женился, но продолжал все свои отношения со своей возлюбленной. Потому что все-таки жена женой, а любовь любовью. Вот так они разделяли. Жена оставалась там, он к ней приезжал время от времени, рожала ему детей, а встречался со своей возлюбленной. Еще вот я хочу рассказать, у меня был интересный случай недавно. Мы просто общались с одной иностранкой, по работе общались. Там у нас был один общий проект, и мы... и пока суть до дела, мы, конечно, просто разговаривали по душам, потому что я видела, что она постоянно приходит со своим молодым человеком. Видно, что отношения у них не только деловые, потому что постоянно как бы они так... видно, в общем. Не буду уже рассказывать, как чего. И она сказала такую интересную вещь мне. Я говорю, ты со своим Ахмедом, там что-то такое. Она говорит, нет, у нас просто работа. Просто работа? Ну как просто работа? Если мой Ахмед решит жениться, решит завести себе детей, потому что каждый египетский мужчина хочет, чтобы у него была большая, хорошая семья. И вот эта женщина сказала, если Ахмед захочет жениться и захочет, чтобы у него были дети, я предоставлю ему такую возможность. Я не против, совершенно не против, потому что многие египетские мужчины хотят, чтобы у них было много детей, чтобы у них была египетская жена. Я ему никаких детей не рожу, тем более, что у меня уже дети есть, мои собственные дети. Я уже взрослая. Мы с ним вместе работаем, мы с ним вместе живем, мы с ним вместе проводим время. И если у него там будут рождаться и расти дети, я буду только рада за него, как за состоявшегося мужчины. Мне ты знаешь, я прям задумалась, правда, вот эта женщина, она мудрая, рано или поздно бы это бы и случилось. Он бы уехал и женился бы, родил детей, может быть, они бы расстались, может быть, нехорошо. А так он знает, что она не против. То есть она даже поддерживает вот такую ситуацию, что он будет и с ней, и с его женой, и та будет ему рожать и растить детей, а они будут вместе жить здесь, в Хургаде, и развивать свой общий бизнес. Вот такой вот правильный подход. Я считаю, правильный подход. Потому что эта женщина, она разумная и рациональная, вот так скажем. А он тем более рациональный. А он тоже рациональный. Хотя от него вообще не исходило, что он куда-то там хочет. Именно она сказала, что я не против, если ты захочешь там детей, семью. Я не против, если ты поедешь, там женишься, оставишь ее и будем продолжать так же наш бизнес совместно. Ну да, главное, чтобы всем было хорошо, правда? Главное, чтобы всем было хорошо. И главное, что есть среди женщин все-таки реалистки, потому что я знаю некоторых женщин взрослых, которые считают, что как бы им все должны. Им все должны. Никто ничего никому не должен. Все живут для себя. Каждый живет для себя. Что она живет для себя, что он живет для себя. Просто единственное, что он будет просто скрывать что-то какие-то. А так у них просто они взяли свои карты и раскрыли все свои карты. И тогда, когда раскрыты карты, тогда намного легче, чем ты сидишь и нервничаешь.
да, что там у него там за козыри, или наоборот. Так гораздо легче жить. Потому что когда все вот так вот, все открыто и понятно, то открыто и понятно всем. И той, и этому, и ей. Согласна, я согласна с тобой. Вот такой вот разумный подход, я считаю. Шикарный подход. В египетской культуре семья занимает центральное место, и семейные узы считаются очень важными. Традиционно египетская семья является патриархальной, где мужчина является главой семьи. Но современная реальность вносит свои коррективы. Египтяне придают огромное значение семье и родственникам, считая их своей опорой и поддержкой. В традиционной семье мужчина является главой, принимающим основные решения. Однако женщины тоже играют важную роль, особенно в воспитании детей и ведении домашнего хозяйства. Брак является важным событием и считается, что женатый человек состоялся в жизни. В прошлом египетские семьи часто жили вместе, включая несколько поколений. Хотя сейчас нуклеарные семьи становятся более распространенными, тесные связи с родственниками сохраняются. Браки между двоюродными родственниками, кузенами тоже распространены, хотя это может зависеть от конкретного региона и семьи. В египетском обществе существуют определенные ожидания в отношении роли женщин, но современные женщины все чаще получают образование и работают. В последние десятилетия в египетском обществе происходят изменения, и семейные уклады становятся более разнообразными. Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч. Пока-пока.